Слушайте, судя по тому, что происходит на рынке, похоже на то, что мемкоин-мания может вернуться. И мы видели, какую прибыль может принести мемкоин-мания. Мы предсказали рост Пепе на этом канале одним из первых. Мы зафиксировали прибыль и достигли потрясающих результатов. Вы на канале Crypto.ru, и в этот раз мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор делится своими прогнозами и мыслями насчет будущего мемкоинов. Ссылка на оригинальное видео автора в описании под видео. В этом нет уверенности, это риск, но если мем-мания вернется, а рано или поздно это и произойдет, определенные монеты, определенные мемкоины очень хорошо себя покажут. И некоторые старые монеты, такие как Doge и Pepe, снова могут вырасти. Есть и новички, такие как Bonk и Майра. Появятся и еще более новые монеты, новые мемкоины, о которых мы пока не знаем и которые будут очень хорошо продаваться, возможно, даже лучше. Но я говорю вам прямо сейчас, что торговля мемкоинами и покупка мемных монет сопряжены с чрезвычайно высокими рисками. Если вы действительно хотите заработать на мемкоинах, то вы должны знать, что делаете. Многие думают, что это просто удача. Нет, это не так. За безумием скрывается стратегия. Я знаю, что в это трудно поверить. Вы все равно считаете, что все зависит от удачи. Но я разработал курс по мемным монетам. Ссылка на него расположена внизу. Также там есть ссылка на бесплатный вебинар. Так что не стоит орать: фу, он продает свои курсы. Есть и бесплатный вебинар. Посмотрите его, поскольку он поможет вам зарабатывать на продаже мемкоинов. Так, теперь будьте внимательны, поскольку это важно. В 2023 году был выпущен мемкоин, который пользовался огромным успехом. И когда я говорю огромным, я имею в виду, что он вырос в 100 раз. Этот мемкоин называется Sponge. Как вы видите, Sponge совершил потрясающий рывок здесь, а затем просто исчез, канул в небытие и очень долго пребывал там. Но если посмотреть, что происходит в последнее время, то видно, что Sponge вновь взлетает. Почему так происходит? Есть несколько причин. Во-первых, когда вы видите такой график, то это знающие люди покупают монету заранее или ожидают, что на рынке начнется забег. Или же команда готовится к маркетингу, готовится вывести свой продукт или новый продукт на рынок. Люди начинают подключаться, ютуберы начинают подключаться, люди покупают Sponge. Но в данном случае есть нечто большее. Если вы зайдете на их веб-сайт, то увидите, что готовится к запуску вторая версия Sponge, и можно застекать свой оригинальный токен Sponge, чтобы получить вторую версию. На самом деле это очень интересно, поскольку вы можете просто купить Sponge. Конечно, вы можете просто вложиться в него, но вы должны понимать, что этот маркетинг на самом деле гениален, поскольку на самом деле они продают и первую, и вторую версию Sponge. Несмотря на то, что это может принести вам много денег забавным способом, а это и есть цель мемкоинов, есть несколько красных флажков или предупреждений, которые я должен вам сообщить, чтобы вы могли правильно в этом ориентироваться и не растеряться. Первое, это следует сделать, чтобы обезопасить себя. Зайти на CoinMarketCap и перейти на веб-сайт по ссылке. Но если вы сделаете это при включенной защите браузера Malwarebytes, а я это советую всем, то у вас не получится попасть на сайт. Он заблокирован, поскольку может содержать вредоносную активность. Это не обязательно означает, что они пытаются вас обмануть или украсть информацию. Обычно это значит, что команда не обновила протокол или сертификат или пропустила его. И вот так происходит. Так случилось со мной в bitballs.io. Я был соучредителем этого проекта, и постоянно возникали проблемы из-за того, что сертификат не обновлялся. Независимо от того, что вы хотите сделать, главное — безопасность. Но на сайт нужно зайти. Я нашел для вас обходной путь. Следует зайти на Sponge Token VIP N. N значит английский. Эта ссылка безопасна, она обновлена. Команда, вероятно, забыла обновить официальный сайт. В общем, команда Sponge. Если вы смотрите это видео, то зайдите на CoinMarketCap и обновите ссылку. Если посмотреть на веб-сайт, то видно, что это забавный веб-сайт, красиво сделанный по мотивам Губки Боба.
Они позаботились о том, чтобы сообщить нам, что монета не имеет отношения к сериалу. Это их собственный продукт, сделанный ради развлечения. Слушайте, это мемкоин. Он должен быть забавным. Если вы собираетесь вложить в него 401 тысячу долларов или собираетесь запрыгнуть в него, пожалуйста, не делайте этого. С учетом сказанного, имейте в виду, что это рекламное видео. Если вы смотрите этот канал, если вы подписаны, то знаете, что даже в рекламных роликах я указываю красные флаги, если вижу их. Вам также следует знать, что я серьезно отношусь к проектам только в том случае, если за ними стоит маркетинг. А маркетинг подразумевает спонсорство роликов на YouTube. Это значит, что им не все равно, что у них есть команда маркетологов и они собираются привлекать трафик. На самом деле это плюс. Давайте продолжим. Написано, что Sponge второй версии больше по размеру и лучше впитывает влагу. По сути, это значит, что вы стейкаете свои токены Sponge и получаете такую же сумму плюс бонус, если вы вложились на ранней стадии второй версии. Первая версия размещена на многих биржах. Она есть на BitGet, на MEXC и других биржах. В разделе с достижениями видны твиты от влиятельных людей и так далее. По сути, первая версия Sponge неплохо справилась. Она, конечно, провалилась, но это не имеет значения. Все получилось довольно хорошо. Прокрутим немного вниз и увидим, что они делают настоящую игру, веселую игру. Она не похожа на RPG или что-то в этом роде. Но она веселая. Но это веселая игра. Слушайте, мемкоины — это весело. Игры и должны быть веселыми. Послушайте, что я скажу прямо сейчас. Если команда Sponge действительно решит продолжить работу и удвоит усилия, то токен может показать очень хорошие результаты и превзойти другие цифровые монеты. Но вы должны понимать, что это зависит от них самих. Вы инвестируете в команду. Этого нет в документах, но вы инвестируете в команду. Так что нужно быть очень осторожным. Далее рассказывается, как покупать монеты и стейкать их. Это довольно распространенный промышленный стандарт. Можете почитать про это. Еще ниже расположена токеномика. Особенно мне нравится отсутствие налогов в этой системе. Ненавижу налоги. Ненавижу это 10% дерьмо от SafeMoon, когда вы платите 10% каждый раз, когда что-то покупаете или продаете. Конечно, я не знаю, есть ли у них ключи администратора. Возможно, позже они это изменят. Но я не думаю, что они это сделают. Прокрутите страницу вниз и посмотрите на их план действий, который является довольно стандартным для мемкоина. И, конечно, есть заявление об отказе от ответственности. И мне на самом деле очень нравится это заявление. Я думаю, что это должно присутствовать в большем числе проектов. Многие просто этого не делают. Многие даже не раскрывают, спонсируется ролик или нет. Хотя это очевидно. В таких вещах надо быть прозрачным. Итак, есть заявление об отказе от ответственности. Написано, что вторая версия токена Sponge никак не привязана с Nickelodeon и сериалом «Губка Боб. Квадратные штаны». Хорошо, я об этом упоминал в начале видео. Этот токен просто отдает дань уважения мему, который мы знаем и любим. Вторая версия Sponge — это мемкоин, не имеющий внутренней ценности и не предполагающий финансовой отдачи. Если только вы не такой же игрок, как я, и не вкладываетесь в подобные токены. Формальной команды не существует. Экосистема Sponge может представлять возможность играть и зарабатывать, однако монета распространяется исключительно в развлекательных целях. Смотрите, мы делаем это ради удовольствия. Если вы хотите заработать на этом деньги, то такая возможность есть. Но поймите, как я уже говорил, не стоит вкладывать 401 тысячу долларов, продавать свой дом и вкладывать полученные деньги во вторую версию Sponge на долгий срок. Это было бы глупо. Глупо было бы делать так с любой мемной монетой, верно? Но давайте быстро прокрутим страницу вверх. Вы увидите EPI. Здесь написано, что вознаграждение составляет 318%. Перейдем к разделу стейкинг и посмотрим. 318%. Несколько дней назад этот показатель составлял более 400%. Он снизился. Чем больше люди будут участвовать, тем ниже этот показатель. Вы должны понимать, что 318% неустойчивый показатель. Единственная причина, по которой он остается устойчивым, вам дают 318% в виде токенов. Мы не знаем, сколько будет стоить эти токены. Видите ли, я смотрел CryptoGains. Не спрашивайте почему. Я смотрел CryptoGains на YouTube. Чел, если ты смотришь, я просто шучу. И он сказал несколько вещей про EPI. И еще кое-что, с чем я абсолютно не согласен. Да, EPI составляет 318%. Со временем этот показатель будет снижаться.
Даже если это не так, вы должны понимать, что он составляет 318% от этого мемкоина. Если он равен нулю, то у вас будет 318% от нуля. Вторая вещь, про которую сказал CryptoGains: Джастин Сон из Tron инвестирует в мемкоины, и в его кошельке есть токены второй версии Sponge. Звучит логично, очень оптимистично, не так ли? Потрясающе. Но если вы посмотрите мои недавние видео, то в них я рассказывал о вещах, которые делают проекты. И это очень умно, гениально. Я не говорю, что это плохо. Просто люди так об этом сообщают. И иногда это немного, как сказать, сбивает с толку. Дело в том, что проекты отправляют определенное количество мемкоинов или токенов своего проекта конкретным людям, которые, как они знают, отслеживают их кошельки. Затем люди видят, что эти монеты отправляются и хранятся на кошельках влиятельных людей. И они думают, что инфлюенсеры в них вложились. Вау, это по-бычьи, давайте все туда зайдем. Не делайте так. Проекты знают, что люди следят за этими кошельками, чтобы получить ранние сигналы. И они отправляют токены на эти кошельки, что является хорошим способом их сжигания, если это имеет смысл. Предложение становится меньше, потому что я не думаю, что инфлюенсеры что-то сделают с этими монетами. Но в то же время обычные люди и ютуберы путаются, используют это для мошенничества или введения в заблуждение инвесторов и вкладчиков. Я не утверждаю, что CryptoGains делает это специально. Я не говорю, что он знает или не знает об этом. Но CryptoGains, если ты смотришь этот ролик, запомни это. Я снял видео об этом. Там все подробно объясняется. Они проделывают то же самое с Алексом Бейкером. Это довольно забавно. Надо отдать должное Sponge. Они не рекламируют это. По крайней мере, я не видел, чтобы они рекламировали это на своем сайте или где-то еще. Конечно, независимо от всего этого, могло так случиться, что Джастин Сон действительно купил этот мемкоин. Нет никакого способа узнать это наверняка, если только не спросить его. Это можно сделать в Твиттере. Можно буквально просто спросить его об этом. Я не думаю, что он ответит, но можно хотя бы попробовать. Почему бы и нет? Ну и что я обо всем этом думаю? Что я думаю о второй версии Sponge? К какому выводу я пришел? Все очень просто, слушайте. Мемкоины могут принести вам деньги. Если мемкоин-мания вернется, я говорил в начале видео, что это возможно, я действительно вижу, что это случится рано или поздно. И это может принести хорошие результаты. Можно взглянуть на результаты первой версии Sponge и увидеть, что у нее все получилось очень хорошо. И здесь видно движение. В общем, этот проект можно изучить. Возможно, стоит рискнуть. Хотя я бы не стал вкладывать в это больше, чем готов потерять. Нужна часть рискового портфолио, которая является частью обычного портфолио, которая является частью вашего портфолио, если хотите. И если вы действительно хотите внести свой вклад в проект, попробовать, я оставлю на него ссылку внизу. Это безопасно. Мой Malwarebytes пока не заблокировал этот сайт. Переходите на него, пока он не обновит основной URL. Я также оставлю ссылку на бесплатный вебинар по мемкоинам, чтобы вы изучили его и не действовали вслепую. Я еще раз говорю, мы хотим получать прибыль. Все это весело, мне нравится, очень нравится этот сайт. Мне нравится их маркетинг, мне нравится то, что они делают. Но вы должны знать, как защитить себя и получить прибыль. Еще раз повторюсь. Мы получили серьезную прибыль с мемкоинов на этом канале. Мы получили прибыль с помощью PooCoin. Мы получили прибыль с помощью Pepe. И я действительно думаю, что можно получить прибыль с помощью второй версии Sponge. В любом случае, ссылка на вторую версию Sponge находится внизу. Обязательно воспользуйтесь ей. Это не партнерская ссылка. Это ссылка для отслеживания. Чтобы вы знали, проведите собственное исследование. Поставьте лайк этому видео и посмотрите вот этот ролик далее. Вы не хотите его пропустить.